17 ноября в Берлине состоялся антивоенный митинг. Акции прошли и в других городах мира. Еще накануне в оппозиционной среде начались дискуссии, под каким флагом следует идти гражданину России, выступающему против войны. Высшей точкой этого спора стал инцидент с 16-летним Лукой Андреевым. Молодой россиянин, живущий в Эстонии, приехал на митинг в Берлине с российским триколором, который сшил своими руками. В комментарии журналистам Лука, которому 16 лет, изложил свою позицию. Причем слова его сложно трактовать двояко. Он пояснил, что именно под бело-сине-красным флагом россияне выходили против диктатуры в 1991 году. Под ним против войны с Украиной в 2014 году выступал Борис Немцов. Под российским флагом призывал своих сторонников идти на улицу Алексей Навальный. Если мы боремся за нашу страну, за право жить там, жить без Путина, то мы должны бороться за всю страну, за ее историю, за людей, которые выходили с этими флагами в 2014 году, за людей, которые выходили с этими флагами в 1991 году. Будет предательство бросать этих людей, предавать этих людей, предавать нашу историю. Я выхожу с этим флагом, потому что это флаг моей страны. Лука Андреев не единственный, кто 17 ноября пришел на берлинский митинг с триколором. То же самое сделали активисты демократического движения «Весна», которые на родине признали одновременно иноагентской и экстремистской организацией. Но члены «Весны» шли группой, а вот одиноко идущий Лука Андреев стал мишенью. Сначала кто-то отобрал у него флаг, даже есть подозрение, кто именно. А потом, уже после митинга, началась кампания травли. Сначала в интернете, а затем подключились и некоторые общественные деятели из российской эмиграции и эстонские СМИ. В Таллине портрет Луки показали на большом уличном экране с подписью «Эстонский школьник размахивает русским флагом и распространяет дух Кремля». Интересно, что демонстрировались на экране кадры из того самого интервью, где Лука рассказывал о своих явно не прокремлевских взглядах. Сегодня поговорим, почему людей с антивоенными взглядами порой начинают травить другие противники войны. И почему две задачи – приблизить наступление мира и сбросить накопившийся от войны негатив – прямо противоречат друг другу. Начнем мы издалека. Едва ли не под каждым нашим роликом встречаются, а иногда даже собирают лайки, комментарии примерно с таким посылом. Максим, но бессмысленно разговаривать с россиянами. Они в подавляющем большинстве за войну. Все зетники и путинисты. О чем с ними говорить? Это важный вопрос. Большинство ли граждан России за войну или меньшинство? Мы к нему еще в этом ролике вернемся. Но для начала попробуем разобраться, на чью мельницу льют воду авторы таких комментариев. Может быть, несознательно, просто как это срабатывает. Если бы я согласился с этим мнением, то мне логично было бы просто закрыть этот YouTube-канал, распустить редакцию и заниматься исключительно собственной жизнью. Или снимать какие-нибудь развлекательные ролики. Зачем делать бессмысленную работу? Но представим ситуацию. Один из крупнейших оппозиционных каналов с миллионами уникальных зрителей из России прекращает выпускать видео и прекращает деятельность. Такое событие скорее выгодно действующей российской власти или нет? Событие это кладет камушек на какую именно чашу весов? Приближает или отдаляет окончание войны? Конечно, невозможно одним лишь вещанием на Ютубе остановить танки и ракеты, удары по городам и смерти людей. Однако тут вопрос именно в том, на какой чаше весов камушков становится больше. Ответ, кажется, тут очевиден, но тогда спрашивается, какой смысл демотивировать антивоенного спикера? Зачем внушать кому-либо из антивоенного лагеря, что его усилия тщетны? Мне кажется, когда кто-то пишет, что все бессмысленно, что все прах и тлен, в этот момент человек в принципе не мыслит категориями целей и задач. Он испытывает негативные эмоции и хочет их выплеснуть. Тут я привел еще очень мягкий пример, когда люди, которые демотивированы сами, начинают распространять уныние на остальных. Но бывает гораздо хуже. Когда какой-то спикер, активист или просто неравнодушный человек, как Лука Андреев, например, прямо и недвусмысленно выступает против Путина и против его войны. А на него с неожиданным остервенением набрасываются не зет-блогеры и пропагандисты, а другие противники путинской войны. Сразу же предъявляют сверхжесткие требования. С миллиметровой линейкой высчитывают его отклонения от самой крайней позиции. Ишь, негодяй какой! Россию любит! К согражданам хорошо относится! Имеет собственное мнение насчет государственной символики.
А это так не положено! Фотографии молодого человека с российским триколором на митинге антивоенном и на Певческом поле в Таллине, честно говоря, меня не особо удивили, потому что я видела достаточно подростков, которые, например, зиговали на Манежной площади или вообще как-то себя пытались проявить, привлечь к своим подростковым комплексам какое-то повышенное внимание. Вновь представим себе весы. От травли Луки Андреева. В какую сторону они наклоняются? На мой взгляд, те, кто набросился на парня, положили, если не валун, то булыжник в пользу Путина. Увидев отношение к Луке, как почувствуют себя россияне, которые тоже хотят смены власти, но не смены флага? Лука ведь совсем не один такой. Как мы уже сказали, на том же самом митинге в Берлине были и другие манифестанты с триколором. Да я и сам вполне осмысленно все свои передачи всегда стараюсь вести с триколором за спиной. Для путинской системы мы все нежелательные пацифисты, оппозиционеры. Но для судей с миллиметровой линейкой они, получается, и мы, недостаточно оппозиционеры. И если на 3-м году войны вы продолжаете использовать российский триколор, а не бело-синий-белый флаг сопротивления путинскому злу, то очевидно, на чьей стороне ваши приоритеты. На 3-м году войны пора сделать выбор, с кем вы и на чьей стороне. И выбирая флаг, вы делаете свой моральный выбор. Пора научиться различать зло. Казалось бы, ну зачем создавать ситуацию, в которой люди чувствуют себя между молотом и наковальней? А в том-то и дело, что ни зачем. Здесь нет ничего рационального, только эмоции. Сорваться проще на того, кто ближе, на того, кто доступен для атаки, как словесной, так и юридической. Там уже чуть ли не инициативная группа собралась, желающая добиваться высылки Луки Андреева из Эстонии в Россию. Если что, я с ним с первого дня на связи и стараюсь как могу помочь. Ну так вот. А вот Путин-то абонент вне зоны доступа. Он сидит в информационном бункере, а иногда и в бункере реальном. До Путина так просто не дотянешься. Ни физически, ни как-то еще. Твиттеры и телеграммы он ведь не читает. Проклятие в адрес Путина не приносит такого удовлетворения, как в случае с Лукой. Потому что в случае с Путиным у проклинающего нет ощущения, что он поразил цель. Есть еще один важный аспект. Проще и приятнее скатываться с горы вниз, чем вырубать в скале ступеньки, а потом долго карабкаться наверх. Провалиться в отрицание и ненависть к людям легко и не требует никаких усилий. Более того, не предполагает никакой ответственности. Если ты для себя решил, что все россияне, ассоциирующие себя с Россией и с российским флагом, сплошь существа с пёсьими головами, то ты хоть и россиянин, но вроде как и не отвечаешь за настроение среди этих псоглавцев. Другое дело осознавать свою ответственность. Просчитывать, как отзовется твое слово, в чью сторону оно сработает. И терпеливо выстраивать коммуникацию с самыми разными людьми. Это труд, который не приносит немедленного удовлетворения. Ведь чтобы увидеть результат, нужно долго сдвигать общественное мнение по доле процента. А может, никогда ничего и не выйдет. А может, и выйдет. Но пробовать. Если человек выступает против войны каким-то таким образом, который не вполне нас устраивает, оскорблять его, демонстративно причисляя к провоенному лагерю, загоняя его в этот лагерь, просто вредно. Вы этим человека или демотивируете, или вовсе заставите изменить взгляды, превратите союзника в лучшем случае в нейтрала, а то и вообще в оппонента. Для пользы дела подходят совсем другие слова, которые поддержат человека, усилят его антивоенную позицию. Работа с общественным мнением во многом напоминает избирательную кампанию. Возьмем для примера выборы в США. Кандидат хочет одержать победу и едет в колеблющийся штат. Победит ли кандидат, если начнет экзаменовать электорат на предмет соответствия своим высоким стандартам? Ну, представьте, приезжает Камала Харрис, например, в Неваду и начинает распинать аудиторию. Вы, мол, все недостаточные демократы, хреновые из вас либералы. Ну, идите к своему Трампу, в мои избиратели вы не годитесь. В результате Невада действительно проголосует за Трампа. Но зато Харрис сможет потом удовлетворенно сказать: я же говорила, в Неваде нет нормальных и настоящих демократов, общаться там не с кем. Понятно, что описанная ситуация полный абсурд. Приезжая в колеблющийся штат, кандидат в президенты будет с кожи вон лезть, чтобы выполнить две задачи. Во-первых, замотивировать своих сторонников. Во-вторых, перетянуть на свою сторону сомневающихся и неопределившихся.
Может быть, кандидат, если у него достаточно сил и средств, поставит перед собой и третью задачу – переубедить аудиторию оппонентов. А если не переубедить, то хотя бы заставить сомневаться, это уже неплохо. В России уже больше 1000 дней идет кампания двух кандидатов – мир и война. Для сторонников мира единственная разумная и очевидная стратегия – перетягивать граждан на свою сторону. Расширять базу, о чем, кстати, верно сказал Лука Андреев. А не сужать ее, требуя от россиян действий, с которыми большинство не согласится. Например, отказа от национального флага. Сейчас будет очень неприятный фрагмент видео, которое набрало на Ютубе почти 1 700 000 просмотров в свое время, когда вышло, около 2 лет назад. Спикер решил напрямую относиться к россиянам, которые с ним не согласны. С точки зрения выплеска собственных негативных эмоций, выступающий все делает хорошо. Но что насчет пользы дела? Услышав вот эту речь, сторонник Путина или даже нейтральный человек начнет сомневаться или еще сильнее убедиться в своей правоте? Начнет ли поддерживать оппозицию после такого? Россияне, которые не определились и присматриваются к позициям разных сторон, куда они скорее качнутся, посмотрев вот это видео? Если вы посмотрите мои соцсети в прощенное воскресенье, я никому не обещал ничего прощать. Я скоро вернусь в Российскую Федерацию вместе со многими моими коллегами. И вот тогда у нас с вами со всеми будет очень жесткий разговор. Мы помним все. Никто не уйдет от ответственности. Вы будете этой бело-синей красной тряпкой полы мыть в туалете. И будете отвечать за каждую жертву, за каждого убитого ребенка, за каждого старика. Все эти ваши хихоньки да хахоньки. Вы скоро увидите, у вас на лбу надо будет высечь таблицу курсов валют из обменника, которая мало вам по 150 за доллар, будет вам 300, будет вам 1000. Вы увидите все. Это вы лично, все, кто нагнетал эту имперскую истерию, несете личную ответственность за всю ту катастрофу, которую вы устроили для России. И мы вам всем все припомним. Войну с Украиной могут остановить два политических субъекта. И это не ВСУ и даже не Дональд Трамп, как бы мы не желали преуспеть ему в миротворчестве. Прекратить войну может или сам Путин, или же граждане России, при условии, что они выступят именно как политический субъект. Речи в стилистике «Дорогие россияне, я буду вас карать, я вам все припомню» такие речи субъектности людям явно не прибавляют. Кто из граждан России за Путина, тот лишь сильнее к Путину прижмется. Все остальные задумаются, нужно ли им впрягаться в какую-то антивоенную историю, которая, исходя из услышанных речей, не предлагает им в обмен на риск вообще никакой адекватной альтернативы. Такая альтернатива Путину, какую представляют спикеры с интонациями Владимира Милова, большинство людей пугает. Эти агрессивные и обвинительные интонации могут быть приятны для слуха тех людей, кто обозлен на Россию. Например, для украинских граждан, потерявших дом или, не дай бог, близких. Эта манера общения может понравиться тем иммигрантам, кто не связывает своего будущего с российским обществом и не прочь от него отмежеваться. Но само российское общество, тот актор, который теоретически может положить конец кровопролитию, оно не слышит здесь ничего такого, что смотивировало бы его встать и изменить текущий статус-кво. Прекрасная Россия будущего, в которой Милов заставляет граждан мыть туалеты российским флагом, это образ не привлекающий, а отталкивающий большинство слушателей. Как вообще додуматься можно было до этого? С 7 по 12 ноября этого года социологическая служба Russian Field проводила всероссийский телефонный опрос граждан об их отношении к войне. Это традиционный опрос, они с самого начала войны его проводят в одинаковом виде. Так вот, на вопрос, продолжать ли военную операцию или переходить к мирным переговорам, 53% выступили за переговоры, 36% за продолжение боевых действий, еще 10% с ответом не определились. Это, к слову, о том, как важно говорить с сомневающимися. В возрастной категории 18-29 лет сторонников переговоров уже 68%, подавляющее большинство. В категории от 30 до 44 лет 58%. Любопытно, что малообеспеченные граждане гораздо более миролюбивы, чем обеспеченные. Это может говорить о том, что граждане причинно-следственную связь между войной и проблемами в семейном бюджете очень даже хорошо видят. Дальше социологи решили конкретизировать вопрос.
Согласились бы граждане немедленно прекратить огонь без предварительных условий по текущей линии разграничения. Ну и уже потом перейти к переговорам. В такой формулировке сторонников мира стало не меньше, а больше. 60% выступили за немедленное прекращение огня. То есть 60% россиян готовы сказать по телефону незнакомому человеку, что им совершенно до лампочки официальная позиция Путина, каковая предполагает передачу России 4 украинских регионов целиком. Еще меньше трогают россиян вопли Соловьева насчет того, что война, мол, ведется против нацистов и самого сатаны, с которым нельзя ни о чем договориться. Перемирие без предварительных условий и переход к переговорам поддерживают все возрастные группы, а в категории 18-29 лет таких аж 84%. 67% среди тех, кому от 30 до 40. Ну и под конец совсем интересные цифры. Что если бы сам Путин решил остановить военную операцию? Такая формулировка вопроса более комфортна для антивоенного человека, который опасается по телефону демонстрировать какую-то оппозиционность. Так вот, если бы войну Путин сам решил остановить, то возражали бы только 13% россиян, тотальное меньшинство. Есть и негативная тенденция. Согласно опросам, число россиян, считающих, что люди вокруг поддерживают войну, только растет. Год назад таких было меньше половины, сейчас 55%. То есть реальное количество сторонников так называемой спецоперации падает. Но впечатление у людей внутри России обратное. Это успех путинской пропаганды, первоочередная цель которой не сделать из тебя зетника, но убедить, что все вокруг зетники. К сожалению, часто в этой деле пропаганде помогают и люди совсем не пропутинских настроений. Был очень важный и показательный момент. Самый первый день войны и последующие несколько суток. Без организаторов, без лидеров россияне вышли на улицы с протестом. Были рекордные задержания. В поддержку военной агрессии в те дни не вышел никто. Поэтому в самом начале войны зарубежные спикеры, вплоть до глав государств, считали нужным обращаться напрямую к гражданам России. Но немедленных результатов это не принесло, и вскоре возобладали другие настроения. Всех россиян считают сторонниками Путина по умолчанию. Бьют по ним как риторикой, так и санкциями. Такими, которые вредят желающим уехать гражданам, а путинской системе, наоборот, помогают удержать внутри страны деньги и нужных ей людей. Но то зарубежные деятели, которые никакой ответственности перед Россией и ее гражданами не несут. Некоторые из них даже считают нужным консолидировать сторонников в своих странах, торгуя ненавистью. Но это вопрос не наш, это проблема тех государств, а у нас есть ответственность за нашу страну. Открытое неприятие затянувшейся войны внутри российского общества будет расти, вне зависимости от наших действий. Но мы можем или замедлить этот процесс, или ускорить. Язык ненависти демотивирует тех, кто мог бы быть с нами по одну сторону. А правильные слова приближают мир и спасают жизни. Правильные слова, сказанные в нужный момент, побуждают к действию. Мы это явно видели, когда люди часами стояли в очередях, чтобы подписаться за выдвижение Бориса Надеждина в президенты. При совершенном отсутствии таких очередей в пользу самовыдвиженца Путина. Эта война точно закончится, и закончится она на нашем веку. Даже если мы не видим ее конца сегодня, это вовсе не значит, что мы не можем ее конец пытаться приближать. Пусть сейчас мы можем сделать немногое, но то немногое надо делать, не подставляя себя под неоправданные риски. Мы можем кого-то убеждать, или хотя бы сами у себя сохранить адекватную позицию. Время для ее активного выражения придет, и мы удивимся, как много людей думают так же. И флаг наш отдавать не надо никому, конечно. До завтра. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Повторяю, уважаемые граждане! Нет войне! 5 марта 2022 года введена в действие норма статьи 20.3.3 КоАП Российской Федерации, ответственность по которой предусмотрена на действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Нет войне! В целях защиты Российской Федерации. Нет войне! Нет войне! Нет войне!